привет! Сегодня готовим большой пирог с картошкой. Рецепт на тесто, с которым приготовлен пирог, я оставлю ниже в описании под видео. Пирог я готовлю с большим количеством начинки, а картофель нужно разделить на отдельные слайсы. Сразу после приготовления пирог имеет слегка хрустящую корочку, чем-то напоминая слоено-песочное тесто. Давайте готовить. Картофель очищаю от кожуры и перекладываю в емкости с водой. Лук нарезаю соломкой. Лук перемешиваю с небольшим количеством растительного масла, которое по мере увеличения начинки я буду добавлять частями. Картофель натираю на небольшие слайсы. Чем тоньше они получаются, тем будет вкуснее. Перекладываю в общую емкость, добавляя растительное масло и соль. После перемешивания с солью начинка будет немного оседать и выделять сок. Оставляю минут на 10-15, сливаю сок и пробую на соль. Смазанный сливочным маслом противень присыпаю мукой, а остатки высыпаю на стол. Тесто обминаю и делю на две части. Одну заворачиваю в полиэтиленовый пакет, а другую начинаю раскатывать. Формирую прямоугольник, слегка присыпаю мукой, наматываю на скалку и перекладываю на противень. Хочу отметить, что по мере работы с тестом начинку я переложила в дуршлаг, чтобы жидкость максимально ушла. Распределяем начинку, слегка отступая от краев. От второй половинки теста отделяю небольшой кусочек для декора в конце. За счет этого мой пирог получается немного выше. В целом первую половинку теста можно оставить чуть больше, а верх оставить чуть меньше. Тогда пирог получится чуть шире и ниже, а время выпечки сократится.
Выравниваю верх теста и предварительно закрепляю края пирога. Раскатываю последний третий кусочек теста и аккуратно переношу на пирог. В центре делаю небольшое углубление ножом. Верх пирога смазываю молоком, смешанным с яичным желтком. Это небольшое количество желтка я специально отделила при приготовлении теста на сметане. Сверху украшаю семенами чиа. Пирог я ставила в холодную духовку на 180 градусов и выпекала примерно 1,5 часа. Такое количество начинки должно очень хорошо пропечься. А так как пирог высокий, время выпечки увеличивается. Готовность картофеля проверяйте через отверстие деревянной шпажкой. Первые 20 минут пирог выпекаю просто при температуре 180 градусов, затем я его накрываю фольгой. Именно поэтому, несмотря на длительное время в духовке, мои корочки такие светлые. Далее ориентируюсь по приготовлению картофеля. Последние минут 20-25 выпекаю без фольги. Надеюсь, вам понравится такой рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!